Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Всем привет! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыч. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор стандартной точки разворота. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике фьючерсы. Одной из главных задач в трейдинге является идентификация точек, где тренд меняет направление движения на противоположное. Такие места на графике называют точки пивот. Ими обозначаются минимальные или максимальные значения цены за определенный период. Наряду с уровнями поддержки и сопротивления точки пивот являются важнейшим инструментом, на котором базируется успешный трейдинг. Они позволяют получать максимум прибыли от рынка, поэтому знать, как определяются точки пивот, должен каждый трейдер, стремящийся добиться успеха. Пивот – французское слово, перешедшее в английский, и означает оно буквально поворот. На биржевом сленге пивот обозначает точку разворота, откуда цена как будто отталкивается и начинает движение в обратном направлении. Неудивительно, что к точкам разворота всегда было приковано большое внимание, ведь подобные движения цены стремится поймать каждый, кто приходит на биржу. Для определения точек разворота используется множество методик и индикаторов, большинство из которых привязаны к максимальным и минимальным ценам на определенных временных интервалах. Итак, переходим в TradingView. Заходим в технические индикаторы. Вводим стандартные точки. На графике появились опорные точки. Опорные точки – точки разворота. Это горизонтальные линии поддержки и сопротивления на ценовом графике. Цена, на которой расположена опорная точка, рассчитывается на основании данных о предыдущих периодах. Например, опорные точки на дневном графике используют данные предыдущего дня. Они важны тем, что показывают ту цену, на которой трейдеры входят в рынок или уходят с него. Опорные точки создают устойчивые уровни поддержки и сопротивления, поскольку их используют многие трейдеры, финансовые институты и банки. Хотя для их определения и подходит любой период времени, чаще всего используются дневные и недельные опорные точки. Широко применяются также месячные опорные точки, но они менее распространены, чем дневные и недельные. При использовании опорных точек важно понимать, что каждый уровень может быть как уровнем поддержки, так и уровнем сопротивления. Останавливаться на определении, что такое уровни сопротивления и поддержки, я не буду, так как это является азами при торговле на бирже. Как и с любыми уровнями поддержки и сопротивления, устойчивость зависит от количества опорных точек. Чем их больше, тем более вероятна реакция цены на этих уровнях. Таким образом, если, к примеру, недельная и дневная опорная точка находятся на одинаковом уровне, то этот уровень поддержки или сопротивления будет более крепким. Существуют разные типы опорных точек, но все они расположены вокруг так называемой основной опорной точки или дневной опорной точки, точки, относительно которой вращается рынок. После того, как была посчитана основная опорная точка, она используется для расчета остальных. Опорные точки выше дневной называются опорными точками сопротивления R1, R2 и так далее соответственно. Если они расположены ниже, то они будут называться опорными точками поддержки и подписываться S1, S2 и так далее. Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления: берется максимальная цена, минимальная цена закрытия за определенный период и делится на 3. Так и получается точка разворота, она же пивот. Как видим на графике, очень много линий. Давайте разбираться с настройками графика. Нажимаем на значок в виде шестеренки и настраиваем точки под себя. Для начала снимем галочку «Показать пивоты на истории», чтобы получить лишь текущие точки пивот. Можем поменять цвет линий и отключаем S4, R4, S5, R5. Меню Style. Запоминаем, линия P и есть точка разворота. Тот самый пивот, от которого затем вычисляются зоны поддержки и сопротивления. По умолчанию точки пивот строятся автоматически, в зависимости от выбранного вами таймфрейма. А именно, для минутного, 5-минутного, 10 и 15-минутного таймфрейма используются данные за прошлый день. Для 30 и 60-минутного таймфрейма данные за прошлую неделю. Для
однодневного графика используются данные за прошлый месяц. Как это работает? Предположим, мы выбрали на графике таймфрейм 60 минут. Точки пивот для него строятся с началом новой недели и не меняются до начала следующей. Так происходит, если в настройках выбрано авто. Однако там же вы можете поменять период, за который эти точки строятся, на любой другой. Точки разворота позволяют определять ключевые уровни, на которые может реагировать цена. Индикатор показывает потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Этот метод анализа обычно используется дневными трейдерами, хотя концепция действительно на различных временных интервалах. Существует несколько способов определения самих точек. Обычными типами контрольных точек являются традиционные, Фибоначчи, Вуди, классические, Камарилья и Демарко, а каждый тип точек имеет свой собственный метод расчета. Точки пивот используются для разных торговых стратегий. Суть большинства из них заключается в предположении, что цена будет определенным образом реагировать с уровнями определенными индикаторами. Классическая стратегия торговли от точек пивот предполагает, что если инструмент находится в восходящем тренде, необходимо дождаться, когда цена скорректируется до одной из точек R, после чего открывать позицию на покупку. При таких сделках Take Profit устанавливается немного ниже, чем следующий уровень R. Стоп-лосс должен находиться на таком уровне, чтобы соотношение прибыли и возможных убытков было не ниже 1 к 3. Схожим образом точки пивот используются в случае необходимости открытия коротких позиций. Если цена находится в нисходящем тренде, ордер открывается при коррекции к одному из уровней S. Другая стратегия предполагает, что точки разворота будут приводить к изменению текущей тенденции. Например, на открытии рынка может сформироваться ситуация, когда цена начнет двигаться в нисходящем направлении и достигнет уровня S2 или S3. При этом последняя свеча или бар сформирует длинный хвост, однако закроется выше уровня поддержки. Это является довольно сильным сигналом, что сейчас произойдет разворот тренда или как минимум существенная коррекция. Открыв сделку на покупку и выставив Take Profit возле уровня S1 или S2, можно попытаться получить неплохую прибыль. Так как контртрендовая торговля несет в себе повышенный риск, стоп-лосс нужно выставлять минимальный. Третьей стратегией торговли с использованием точек пивот является работа внутри канала. Она хорошо подходит, когда инструмент находится во флете и касался уровня поддержки и сопротивления не более 2-3 раз. Трейдеру необходимо дождаться, когда цена достигнет уровня S2 или S3, а лучше совершит ложный пробой одной из них. На следующей свече можно попробовать открыть позицию на покупку. Если цена начнет двигаться в направлении роста, прибыль может быть весьма существенной. Аналогичным образом открывается позиция на продажу. Лучшим моментом для этого является ложный пробой уровня R2 или R3. Вывод. Подводя итог, можно заключить, что точки пивот представляют собой один из важнейших инструментов трейдинга. Точки пивот – это места на графике, где цена меняет направление движения на противоположное и может сформировать уровни поддержки и сопротивления. Существует несколько разновидностей точек пивот, среди которых наиболее распространенными являются традиционные и классические. Уровни пивот зачастую рассчитываются при помощи специальных индикаторов, позволяющих наносить на график вероятные линии поддержки и сопротивления. На основании этих линий можно выстроить различные стратегии торговли, базирующие на работе по тренду, против него или в рамках ценового канала. Также точки пивот часто используются для определения моментов входа и выхода из рынка. Но перед тем, как использовать точки пивот, нужно осознать, что ни один из индикаторов, в том числе и этот, не гарантирует стопроцентный результат. Поэтому всегда нужно не забывать о риск-менеджменте и использовать стоп-лоссов. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. А также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!